Здравствуйте, дорогие зрители канала Киномания, да и не только Киномания. Тут вот какое дело. Сразу хочу вас предостеречь, что этот выпуск не имеет какого-либо отношения к моему видеопроекту, а предназначается непосредственно моему коллеге Павлу Филюшкину, он же Наото, который совсем недавно на своем канале Наото.Тьюб запустил в производство свою новую видеопрограмму под названием «Моя консоль». И на данный момент последний вышедший выпуск этой программы был посвящен как раз-таки приставке Dendy. Вот. И увидев это, я просто не смог позволить себе остаться безучастным и решил поделиться с вами своей историей о моей консоли Dendy. Поэтому привет, Паш, привет зрителям Наото.Тьюб и привет всем, кто смотрит это дело на сайте Barrel Jumpers. Позвольте мне рассказать вам о том, какое место в моей жизни имела приставка Dendy. Ну, даже помимо того, что я уже рассказывал в своих выпусках Dendy Memories, во многих других, все равно я сегодня расскажу вам о том, о чем я пока еще не рассказывал. В моей жизни приставка Dendy появилась в облике вот этой вот самой приставки Famiclone Leaf SM888. Это все, что осталось от коробки, которую мне привезли в 1995 году отец со старшим братом. Она вызвала просто фурор в моей жизни и огромную бурю эмоций. Но, к сожалению, она проработала у меня тогда совсем недолго. Буквально месяца полтора, два, может быть даже 3. Она просто со временем стала выдавать совершенно бешеные глюки в изображении. И это было совершенно неремонтибельно. И когда мой отец повез ее в ремонт, ему сказали, что все, ей кирдык, ей уже, к сожалению, ничего не сделаешь. Вот. А в 1998 примерно году в моей жизни появилась та самая приставка Dendy, которая работает у меня по сей день, которую многие из вас уже видели. Вот эта замечательная модель, стиплеровская модель Dendy Junior, она была выпущена в 95-м, может быть, даже в 94-м году, но мне она досталась в 98-м году, когда я выпросил ее поиграть у моего соседа Антона. И у него на тот момент от этой приставки осталась только самотушка и всего один картридж. Ни блоков питания, ни джойстиков, ни антенных проводов, ничего у него от нее не было, только голая приставка и картридж. А у меня, слава богу, на тот момент не хватало как раз таки именно приставки. У меня был и блок питания, были джойстики, были картриджи, но играть было не на чем. И вот, увидев у него совершенно бесхозную консоль, я попросил у него, чтобы он мне ее позаимствовал на какое-то время поиграть. Вот, и через некоторое время, когда я в нее успешно играл, она меня очень радовала, его старший брат Антона мне подарил ее насовсем. Сказал, ну, ради бога, она нам не нужна, у тебя работает, слава богу, играй, все нормально. Я совершенно этому обрадовался, и вот уже без малого 16 лет эта приставка у меня работает идеально, она меня очень радует, ты моя хорошая, ты ж меня будешь продолжать радовать, да? Ну, вот, отлично. Вот, и с ней связаны все мои основные последующие воспоминания о приставке Dendy и об играх на ней. Но, как вы понимаете, между поломкой вот этой вот приставки Leaf и появлением Dendy Junior в моей жизни должно было быть что-то, на чем я еще мог играть, помимо того, на чем я играл у друзей. И такая приставка в моей жизни была, и она у меня даже осталась. Но вот то, в каком виде она у меня осталась, может быть, у некоторых из вас вызовет некоторый шок. Поэтому особо впечатлительных фанатов приставки Dendy я прошу спрятаться в шкаф или выйти из комнаты, или переключить канал, потому что я вам сейчас покажу ужасную картину. Ну, не совсем ужасную, но все, в общем, более-менее оптимистично. Сейчас вы увидите. Вот это вот приставка Leaf SM8882. Вернее, все, что у меня от нее осталось. Как видите, на первый взгляд она выглядит достаточно неплохо, но если присмотреться, можно заметить на ней очень много того, чего на ней вроде бы должно быть, но почему-то не имеется. Во-первых, у нее напрочь запала кнопка Eject. Она совершенно не работает, я даже не знаю, почему она запала. У нее отсутствует антенка, вот здесь вот, которая должна быть, с помощью которой можно настраивать приставку на телевизоре без использования RF-выхода. У нее отсутствует лампочка, которая должна загораться, когда приставка включается в сеть, нажимается кнопка Power. Power, кстати, нажимается. И вот, еще у нее напрочь заедает шторка, которая,
которая должна вроде бы защищать слот от пыли, слот для картриджа от пыли. Она выдвигается только наполовину, поэтому больше не надо ее выдвигать. Вот. И еще у нее вот здесь за слотом для картриджа, кстати, можно заметить вообще совершенно дикую вещь. Там можно заметить под слотом кусок дерева, натуральной деревяшки, которую туда присобачили. Вот, и помимо этого всего, сзади она еще провинчена двумя такими металлическими шурупами. Вот, помимо этого она выглядит довольно неплохо, не особо нигде не царапанная. Ну, в общем, да, вот такая вот приставочка. Вот, и вы будете удивлены, может быть, но именно вот на вот этом вот куске пластмассы я играл с 1995 вплоть до 1998 года, пока мне Антон не дал вот эту консоль. Вот, и вот на самом деле с этой приставкой тоже было очень много чего такого нехорошего случалось за то время, и давайте я вам сейчас об этом по порядку расскажу. Начнем с того, что сзади мы видим два шурупа, один из которых прикручен поверх красной наклеечки. Две наклеечки, которые гласят о том, что эта приставка была отдана в ремонт сначала 13 апреля 95-го, где ей сделали, тут можно прочитать только замена 6 ОТ 1 месяц, видимо гарантия 1 месяц. А вторая наклеечка гласит, что ее сдали в ремонт 4 мая 96-го. Вернее, да, 13 апреля 96-го и 4 мая 96-го. Гласит о том, о чем гласит непонятно, написано 30Т, написано РЕМПДШ слот. Видимо, ну, в общем, что-то там ремонтировали. Честно скажу, я уже абсолютно не помню, по какой причине мы отдавали в ремонт один раз, по какой причине отдавали второй. Но что касается слота для картриджа, это мы ремонтировали сами. Об этом я вообще все расскажу. В общем, работала она у меня хорошо. Даже Принц Персии, тот самый игрушечный и страшный, на ней у меня работал даже более-менее неплохо. Но на тот момент я мог играть в него только когда мне его давал друг Дэн, который приезжал в деревню на лето. Собственно говоря, недолго. Вот, но почему у нее отсутствует антенка, это я тоже не помню. Кто-то выкрутил или выломал. На самом деле, я помню, что мы в деревне даже настраивали через антенну, она работала неплохо. Почему у нее отсутствует лампочка, я тоже могу предположить, что когда ее вскрывали и ремонтировали какой-то из нескольких раз, этот светодиод просто отломился. Вот. Но почему у нее внутри под слотом для картриджа видится кусок натурального дерева, это совершенно страшная история. Понимаете, играл я в эту приставку в основном только в деревне. Она у меня стояла на полу, как обычно, с воткнутым в нее картриджем. Около нее стояла тумбочка, на которой стоял здоровенный фотон, на котором я в нее играл. Вот. И вот так периодически я ее доставал из-под стула, ставил обратно, доставал, ставил. А бывало, что когда я делал небольшие паузы в игре, я ее вообще с места не трогал, и она у меня стояла вот так вот около тумбочки под телевизором. Вот, и вот однажды, году это в 96-м, может быть, даже именно об этом гласит вот эта вот самая наклейка, я, честно говоря, не помню. Вот, но прогуливаясь мимо нее в комнате, я споткнулся об палас, который был в комнате, и совершенно удивительным образом я упал на нее не передом, а задом. Я натурально на нее уселся задницей, когда упал. И упал я именно вот на это самое место. Вот так вот с размаху я на него всей своей пятой точкой и уселся. Представляете? В ней был в этот момент воткнут картридж, от которого после этого ничего не осталось. Ну, вернее, может быть, платка у него еще и функционировала, а вот корпус был просто в труху. Вот, и я, конечно, страшно испугался, подумав, что все, это конец. Потому что, когда я заглянул, вытащил картридж, вернее, его обломки из слота и заглянул вовнутрь, плата, на которой держался слот для картриджа, он просто вдавливался внутрь. И когда вы пытаетесь вставить в картридж какой-нибудь другой, он абсолютно внутри не держится и просто вдавливается, и невозможно ничего было вставить. Я подумал, что я просто плату там выломал к чертям, переломил ее на пару половин и ей кранты. Но на мое счастье, здесь плата в этой приставке, в этом фамиклоне как раз таки не цельная и разделенная на две. И вот когда я уселся, так сказать, задницей на этот
слот для картриджей, одна часть платы, которая там была присобачена, она напрочь отскочила от корпуса. И поэтому не давала ничего вставить в этот слот другого. Когда в дом вошел папик, я ему рассказал эту страшную историю, выслушав, конечно, его недовольство, да я и сам был недоволен, я вполне его могу понять. Но он решил не сдаваться, он раскрутил приставку, раскрутил все эти шурупы, достал плату и, поняв, что, собственно, вся проблема заключается в том, что эта плата не крепится внутри корпуса, он взял, да и сбарабанил на скорую руку кусок деревяшки. И этот кусок деревяшки он привинтил вот этими двумя шурупами прямо к дну приставки. И вот на этот кусок деревяшки он посадил вот этот вот слот для картриджа, кусок платы. И когда мы в разобранном состоянии ее включили, и на наше счастье она заработала, я понял, что все не так плохо, она работала. Это было просто счастье, что на самом деле она жива. И вот после того, как папик ее скрутил, собрал, мы еще немного потестили плотность вот этого самого куска дерева, вытаскивая различные картриджи, и он, слава богу, вел себя хорошо. Поэтому благодаря вот такому вот незамысловатому инженерно-плотниковскому решению приставка у меня прожила еще какое-то время. Но на самом деле, где-то уже вот когда время прошло, уже подошел 98 год, я не помню конкретно, что с ней случилось, но я помню, что однажды она у меня просто перестала включаться. Я ее включал раз, два, три, поскольку светодиода уже не было, я не мог понять, работает она, не работает, только если есть изображение. Но изображения не было, хотя канал точно был настроен. И вот именно тогда, когда я понял, что все, приставка уже, скорее всего, не работает, я не знал, что ей делать, мой отец тоже не знал. Ремонтом на тот момент, там, где он сдавал ее в ремонт, уже никто не занимался, что неудивительно. Поэтому отремонтировать ее больше было некому. И я с грустью и досадой, но смирившись, так сказать, взял вот эту вот самую тушку и положил ее в пенопластовую коробку, вот эту самую коробку из-под этой самой лифы. На тот момент она еще была в более-менее адекватном состоянии. Я положил ее туда, закрыл, и ее с честью и хвалой отправили на чердак, где она и провалялась где-то до 2012, наверное, года. На тот момент, когда вот мы ее сдали на чердак, так скажем, я выпросил Антона Дэнди Джуниор и на нем играл с удовольствием. Вот, но понимаете, в чем прикол? Когда пришло время дом в деревне продавать и начали оттуда выискивать и выгружать весь старый хлам, который был туда заброшен в разные годы, добрались на чердаке его до коробки вот с этой вот приставкой. Когда у меня спросили, что это такое, она работает, не работает, я сказал, она не работает, она сразу накрылась. Но когда мне показали коробку, от которой осталась отгрызанная вот эта вот с отгрызанными боковинами крышка, половина пенопласта, он, кстати, был уже разломанный, и вот эту консоль, у меня рука не поднялась ее выбросить, знаете, все-таки я не сохранил вот эту самую консоль, потому что мы ее сдали в ремонт, и ее поменяли, забрали насовсем. И я подумал, что я хотя бы как память сохраню ее. Пусть она не работает, но пусть у меня все равно на этот момент уже есть и Dendy Classic есть, и Dendy Junior есть, и еще один Dendy Junior есть. Мне есть на чем играть, просто пусть она хотя бы будет со мной, потому что это же моя приставка Dendy, она из моих собственных на тот момент была самой долгоживучей, и у меня с ней связано очень много приятных воспоминаний и в деревне, и не в деревне, и не особо приятных, когда я проломил ей к чертовой матери слот. Но я подумал, что я должен ее оставить. Все-таки это же моя, это ж реликвия, это ж вещь. И когда я очистил от грязи укусов, следов от укусов крыс вот эту коробку и прилепил ее вот сюда, я положил эту приставку в ящик и положил ее в комнате, пусть она у меня там лежит. Вот. И вот буквально, вы знаете, где-то в прошлом году или прошлым летом, когда я снимал Dendy Chronicles 9, посвященная охотникам за привидениями, и мы что-то с Максом достали вот эту приставку,
потому что нужно было найти такую консоль, которая подойдет. Черный Famicom нам нужен был для съемок. У меня в тот момент была Пантера, которую мне прислали, и была вот эта. И мы примерили ее в кадре, поскольку включать ее все равно было не обязательно. Думаю, давай примерим. Но вы не представляете, что произошло. Мы воткнули блок питания, провод. Мы вставили картридж, совершенно, абсолютно, на 100% будучи уверенным, что она не работает. Я от фонаря нажал кнопку Power и на экране появилось изображение игры с картриджем, который был в нее вставлен. Вы представляете? Это было чудо! Она провалялась, черт подери, на чердаке почти 15 лет. В совершенно жутких условиях ее грызли крысы, фигурально и буквально выражаясь. И после этого, на тот момент, когда она у меня вообще не подавала никаких признаков жизни, она вдруг сейчас у меня заработала. Это настоящее чудо. И даже сейчас можно спокойно ее включать в сеть и на ней играть. Понимаете, когда абсолютно все говорило о том, что она мертва, и что она останется у тебя только в виде воспоминаний, вдруг ты ее включаешь, и она снова работает. Это потрясающе. Поэтому наравне с Dendy Junior и эту самую Карабень я могу с гордостью называть моя консоль, моя Dendy. Она работает, и на ней можно играть совершенно свободно и с удовольствием. Поэтому продолжайте играть, любите свои приставки, цените их, берегите их, потому что с каждым годом их остается очень мало. И даже когда вы полностью уверены, что она у вас не работает, и вы собираетесь ее выбрасывать на помойку, не поленитесь, перепроверьте ее, включите еще раз картridж, и, может быть, вам повезет. Спасибо огромное за внимание, привет всем баррел-джамперам, привет Наото и всем зрителям наших каналов. Берегите свои приставки и играйте в них с удовольствием. С вами был Клиноман, до встречи!